Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами начинаем рассматривать новое направление в нашей деятельности – криминологию кибербезопасности. Кто-то из вас знает, что в издательстве «Проспект» одна за другой выходят мои монографии, которые носят общее такое название – криминология кибербезопасности. Идейным вдохновителем и редактором данных монографических исследований является доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Семен Яковлевич Лебедев. А автором этих монографий являюсь я, Джафарли Вугар Фуадович, кандидат юридических наук, доцент, адвокат. И вот сегодня я хотел бы вас ознакомить с рядом положений криминологии кибербезопасности, чтобы мы в дальнейшем могли бы углубляться в эту сферу все больше и больше. Цель моя заключается в популяризации как традиционной криминологии, так и такого отдельного ее самостоятельного направления, каким является криминология кибербезопасности. Итак, сегодняшняя наша встреча посвящена теме, что собой представляет криминология кибербезопасности. Определимся, что криминология кибербезопасности – это самостоятельное направление в криминологии, в основе которого лежит принцип обеспечения состояния защищенности триады интересов, то есть личности, общества, государства, через формирование и развитие системы криминологической безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий, или по-другому системы криминологической кибербезопасности. Но сразу отметим, что существует три элемента, которые характеризуют, собственно говоря, термин криминология кибербезопасности. Это два существительных: криминология и безопасность, и приставка кибер. Прежде всего рассмотрим, что собой представляет безопасность. Это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз, либо способность предмета, явления или процесса сохраняться при разрушающих воздействиях. И отметим, что подобно другим живым существам, человек всегда нуждается в защите. До осознанного объединения с себя подобными, в начальные подобия общества, он практически инстинктивно пытался выжить среди множества опасностей, не быть съеденным свирепым хищником, например, не замерзнуть или же не погибнуть от иных природных катаклизмов. Здесь мы с вами говорим об опасностях от природы. Далее следует отметить, что уже через достаточно короткое время жизни в социуме человеческое существо столкнулось с необходимостью обеспечения состояния собственной защищенности от своих же соплеменников. Здесь уже мы говорим об опасностях от себе подобных. И отметим, что вторым элементом понятия криминология кибербезопасности является, естественно, криминология. Криминология расшифровывается как кримен – преступление и логос – учение, буквально учение о преступлении. При этом она изучает не столько закономерности отдельных преступлений, а также индивидуального преступного поведения, но и преступности как массового преступного поведения. Но и отметим, что преступность – одна из наиболее сложных общественных явлений, что позволяет относить ее к социальному феномену. Отметим, что испокон веков проблемами преступности озадачены были самые такие яркие мыслители. К слову, можно привести несколько таких высказываний великих мыслителей прошлого. Например, Аристотель считал, что бедность – источник возмущений и преступлений. Здесь мы уже с точки зрения современной криминологии это можем отнести к такому предметному элементу, как причины и условия возникновения преступности, то есть детерминанты. Другой знаменитый криминолог Чезаре Беккария в своем знаменитом произведении о преступлениях и наказаниях высказывает
мысль, которую трудно оспорить. Не в жестокости, а в неизбежности наказания заключается один из наиболее эффективных способов предупредить преступление. То есть, по сути, он здесь говорит о таком принципе уголовного права, как неотвратимость уголовной ответственности и наказания. Об этом мы на страницах нашей монографической серии «Криминология кибербезопасности» говорим достаточно часто. Что касается самого термина криминология, то впервые этот термин был употреблен Рафаэлле Гарофало, итальянским юристом, который в 1884 году опубликовал монографию «Криминология. Природа преступности и теория наказания». И вот эта монография состояла из 3 глав: «Преступность», «Преступник», «Репрессия». Ну и отметим, что существует органическая и непосредственная связь уголовного права и криминологии, то есть уголовное право определяет границы предметного познания криминологии, а криминологическая информация выступает в качестве необходимой предпосылки для совершенствования уголовного законодательства. Что касается третьего элемента понятия криминология кибербезопасности, приставка «кибер» показывает отношение чего-либо к кибернетике и связанным с ней явлениями. Кибернетика, в переводе с древнегреческого, это искусство управления, это наука об общих закономерностях получения, хранения, преобразования и передачи информации в сложных управляющих системах, машинах, живых организмах, обществе. Термин кибернетика создал великий математик Ампер, но в наибольшей степени развил не менее великий Норберт Виннер. Ну и здесь отметим, что существует ряд важных моментов, которые все-таки присущи приставке кибер. Наибольшую известность приставка кибер получила через слово киберпространство, автором которого является американский писатель-фантаст Уильям Гибсон, впервые использовавший его в рассказе Burning Chrome 1982 года. 2 года спустя Гибсон развил эту тему в своем знаменитом киберпанковском романе 1984 года под названием Neuromancer, где автор сформулировал киберпространство как всеобщую галлюцинацию. В криминологическом смысле обращение к приставке «кибер» связано с универсальной сущностью понятия «средства». Это особенность, заключающаяся как в многообразии заложенных в средстве алгоритмов, так и в том, что оно может использоваться кем угодно и в каких угодно благих или низменных целях. Проще говоря, это присутствие инновационных информационно-коммуникационных технологий как в действиях преступников, так и правоохранителей, в том числе и при совершении первыми и предупреждении вторыми традиционных преступлений. Ну и следует отметить, что криминология кибербезопасности – это научная основа к формированию и развитию действенного практического ресурса системы криминологической безопасности от преступных посягательств, совершение и предупреждение которых связано с использованием инновационных информационно-коммуникационных технологий. Ну и в дальнейшем отметим, что существует ряд предпосылок к созданию криминологии кибербезопасности. Об этом мы с вами поговорим в последующих наших встречах. Итак, уважаемые зрители, мы с вами рассмотрели первую тему из многочисленных тем, которые мы в дальнейшем будем раскрывать в рамках криминологии кибербезопасности. Сразу отмечу, что эта монографическая серия «Криминология кибербезопасности» гораздо более обширном таком формате раскрывает все те вопросы, о которых мы с вами сейчас разговариваем. Так что, если кого-то это заинтересует, то под видео есть соответствующая ссылка, обратившись к которой вы можете, собственно говоря, посмотреть и решить, приобретать или не приобретать эти книги в рамках монографической серии «Криминология кибербезопасности». Если у вас остались какие-либо вопросы, оставляйте, пожалуйста, в комментариях, постараюсь на них ответить. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Всего доброго, берегите себя.